Есть места, которые невозможно спутать ни с чем. Апулия – один из таких уголков. Здесь время будто остановилось, оставив нам узкие улочки, древние оливковые рощи и города, полные тайн. В этом выпуске мы отправимся в одно из самых загадочных мест региона – Альберобелло. Домики трулли, похожие на сказочные хижины, стоят здесь уже сотни лет. Но почему они такие? И зачем их строили именно так? Сегодня в этом разберемся. А потом мы отправимся в Астуни, город, сверкающий под солнцем. Его называют Белым городом. Но за этим цветом скрываются истории, которые не расскажут в туристических буклетах. Так, мы приехали в новое место, по крайней мере, в новое место для нас. Вообще, этот город не нуждается в представлении, потому что как только вы видите эти белые домики, вот с такими крышами, вы сразу понимаете, что это. И да, это Альберобелло. Вообще, на самом деле, интересно, что это единственное место, где можно встретить такие постройки. И, естественно, это ЮНЕСКО, что мне прям нравится. Особенно, когда ты смотришь, они все такие одинаковые. Понятно, что сейчас это супер туристическое место, прям супер туристическое, но мы очень рады, что мы приехали в конце октября, когда туристический поток так прилично спал, так что мы можем спокойно гулять, наслаждаться. Это ли не счастье, да? Все, идем смотреть, изучать город, и хочется еще найти какое-нибудь место с прекрасной терраской, чтобы посидеть, насладиться. Знаете, это определенный кайф, вот ты идешь по этим узким улочкам, людей не сильно много, то есть это идеальное время, мне кажется, приезжать сюда, потому что еще не холодно, в городе нет сильного ветра, погода хорошая, можно гулять, и вы можете заходить вот на такие балкончики, вход свободный, бесплатный, и вы прям заходите, наслаждаетесь. Тут еще класс, такое дерево прям на балконе у них, но я не думаю, что это совсем прям балкон, но это как балкончик, такая терраска, знаете, от домика. Класс! Тут еще всякие маленькие, типа, не статуэтки, я не знаю, статуэтки. Все супер туристическое и очень много людей. Сначала было так чуть-чуть, а вот сейчас ходишь и прям вообще не сфотографировать, не поснимать. Сувениры, кассы вакансии, это вот эти B&B, всякие инотеки, бары. Ну, это прям супер-супер туристический город. Но вы такой нигде не найдете, так что приехать стоит обязательно. История этих домов, вот этих трулли, проходит еще с 15 века. То есть их клали сухой кладкой, и когда приходила инспекция, могли просто так взять, дом разбирается, нет дома, нет налогов. Даже в тех годах итальянцы находили вот такие выходы, варианты, чтобы уйти от налогов. Чем вот человек не изобретателен, да? Как бы итальянцы есть итальянцы. Молодцы, хорошо так продумали. Но на самом деле классно, что они до сих пор сохранились, это все стоит, и это еще поддерживается в идеальном состоянии. Все-таки ЮНЕСКО есть ЮНЕСКО. Невероятно красивый город. Прям гуляешь по улочкам, наслаждаешься. Очень много вот кактусов по городу прям. Но я так понимаю, здесь что-то другое сажать особо не выживет. И по всему городу особо нет больше зелени. Ну, есть чуть-чуть зелени, но вот вам. В основном зелень такая. Но я думаю, то, что город все из камня. Считайте, летом жара. Высоковато, все в камне, плюс 50. Решим проблему гениально, называется. А мы уже так-то сделали кружочек. Город очень маленький на самом деле. Я думаю, пару часов выделить и погулять можно вот так. Идем, найдем какой-нибудь хороший вид и выпьем кофе. Мы же в Италии все-таки, да. Обязательно, вот прям, вот
настоятельно рекомендую заходить вот на эти панорамы. Почти все сувенирные лавки, там ресторанчики имеют такие балкончики, и на них вход совершенно бесплатный. Вы можете подняться, посмотреть, и тут не будет людей. И отсюда открывается вид на все вот эти вот крыши, такие милые, красивые. Смотришь, и даже сверху он как-то больше тебе нравится, этот городочек. Не знаю, как вам. Приезжайте, точно понравится. Видео, наверное, не передаст всей этой красоты. Мы приехали в Астунию, также известный как Белый город. Он действительно полностью оправдывает свое название, потому что ты заходишь в основную часть старого города, все дома белые. Там только есть церковь такая коричневенькая и пару арочек. Что самое интересное, эта белизна — это не просто такая, как дань эстетики. Раньше известью покрывали стены, чтобы, во-первых, помочь во время жары, а во-вторых, как для обеззараживания. Не знаю, какое слово подобрать лучше, но, как я поняла, это и помогло городу избежать эпидемии. Не знаю, помогло, не помогло, или просто так не повезло. Но я думаю, от жары хорошо это спасало. От ковида не спасло. От ковида вообще никого не спасло. Одна Беларусь гуляла. Ладно, идем город изучать. Посмотрим, насколько он красивый. А вот тут уже начинается белый, действительно белый город. Все домики беленькие. Посмотрим, что дальше. Там, кстати, мы идем наверх, а там опять все будет желтое. Посмотрим. Вот знаете, многих бесит, что вот это мимо дома проезжает машина, здесь люди ходят. То есть вот это вот улица, а здесь по бокам входов в квартиры. Вот вам и юг Италии. Вот этот город был построен еще, представляете, до прихода римлян. И вообще город неоднократно перестраивался, но все равно в нем сохранилось вот это вот влияние средневековое, греческое, арабское. Весь город, он такой, как лабиринт. Ты по нему ходишь, вот эти вот улочки, теряешься, где ты вообще идешь. Вот эти проходы, арки. А белый цвет, он создает такую вот невероятную атмосферу. Это очень классно. Еще, знаете, вот такое голубое небо, точки немножко разошлись, прям красота. Вы знаете, мы сейчас шли вот этим маленьким проулочком, такая красота была вообще, ни одного человека. Вышли на главную улицу, ну, я так понимаю, что это главная такая проходная улица, столько людей. Вообще, я не представляю, как вообще в таких местах, вот этих маленьких городках можно находиться летом. Тут же, наверное, вообще не пройти, не проехать. Мне кажется, это ужасно. Вот конец октября, красота. Вот, лучшее время. Запоминайте. Если едете сюда, вот как мы осенью, будьте готовы, что тут прохладненько, так что утепляйтесь. А вообще, вот что мы вот ходим, гуляем, очень много всяких бистро, бары, ресторан. Вы не останетесь голодными. Апероль вон 6 евро. Как по мне, цена отличная. Даже удивительно, что в таком туристическом месте такая цена. Я в шоке. В целом, город, мне нравится, но я именно в восторге вот именно от узких вот этих улочек, знаете, вот это Италия, это вот особенно Южная Италия, вот эти узкие улочки, это белье висит, эти невероятно красивые балконы. Прям вот идешь и наслаждаешься. Там вообще класс. Но людей, конечно, я не представляю, как тут летом гулять, поэтому если вы собираетесь летом, я вам сочувствую, честно, искренне. Даже сейчас вот при таком количестве людей можно ходить, но все равно бывают такие вот главные улочки, они полные. А вот проулочки наше все. Идем вниз.
Итак, смотрите, снова заходишь в проулок, ни души. И самое главное, что именно в проулочках вот эта вот реальная атмосфера Астуния. Все белоснежное, все такое красивое, узенькие улочки, боже. Ну вот, согласитесь, это красота. Лифт. Не знаю, зачем, это странно, но ладно. Посмотрите, какие уютные места, боже. Я прямо проходишь мимо, и хочется прямо здесь остановиться, сесть и наслаждаться просто. Даже тут вида, ну, не так много, но какой милый, уютный уголок. Божечки, ну. Обожаю смотреть цены вообще. И мне здесь понравилось действительно очень сильно. 105... Зайка, ну потом пообщаешься с подружкой. Итак, 158 тысяч. Спальня, гостиная. Гостиная, кухня.